Я привык к рокоту тяжелого дизеля еще в те годы, когда под колесами моего Урала хрустел не асфальт федеральных трасс, а раскаленные камни горных перевалов. Там, в зеленке, звук мотора был единственной константой, отделявшей жизнь от небытия. В 45 я сменил камуфляж на потертую джинсовку, а бронированный кунг на кабину мощного тягача, но привычки остались прежними. Дорога не прощает суеты, она любит тишину и порядок. Мой старый, но верный скамейка, 12-литровая Скания, стал моим вторым домом. Здесь пахнет крепким кофе, качественной соляркой и немного оружейным маслом, которое я по привычке использую для смазки дверных петель и замков. Я люблю ночные рейсы. Когда фары прорезают густую мглу, а стрелка тахометра замирает в зеленой зоне, кажется, что мир сужается до размеров лобового стекла. И в этом мире все честно. Нет приказов, нет политики, есть только ты, груз за спиной и бесконечная лента горизонта. Но дорога, Бама, это не только романтика и свет далеких звезд. Это живой организм, в котором иногда заводятся паразиты. За годы службы я научился чувствовать опасность кожей, еще до того, как она оформится в конкретную угрозу. В ту ночь я шел по М5, держа курс на восток. 20 тонн промышленного оборудования в прицепе требовали бережного отношения. Около 2 часов ночи я решил заглянуть на Кордон, старую проверенную стоянку на отшибе, где варили сносный суп и был надежный шиномонтаж. Но стоило мне свернуть с трассы и сбросить скорость, как интуиция привычно кольнула под лопаткой. На стоянке, освещенной парой тусклых фонарей, было непривычно тихо. Мой тягач плавно замер в углу площадки, я не спешил глушить мотор, давая турбине остыть, и внимательно осматривал территорию через зеркала заднего вида. Друзья, прежде чем я продолжу рассказ о том, чем обернулась та ночная остановка, напишите в комментариях, из какого города вы нас смотрите. Нам всегда интересно знать, как далеко разлетаются наши истории и сколько дорожных братьев сейчас на связи. И не забудьте прямо сейчас подписаться на канал и поставить лайк. Ваша поддержка дает нам силы продолжать, а колокольчик поможет не пропустить продолжение этой истории. В центре площадки, прямо под пятном света от фонаря, стоял новенький рефрижератор. Возле него замерла черная девятка с наглухо тонированными стеклами и снятыми номерами. Двери легковушки были распахнуты, а вокруг молодого парня, водителя фуры, крутились трое. Пацану на вид было не больше 23. Чистенькая куртка, растерянный взгляд, руки дрожат. Классическая картина. Дорожные пираты. Мелкая, но наглая поросль, которая возомнила себя хозяевами трассы. Старший из них, жилистый тип в спортивном костюме и с дешевой золотой цепью на шее, что-то втирал парню, периодически хлопая его по плечу. Так мясник оценивает тушу перед разделкой. Двое других, покрепче и поглупее видом, демонстративно поигрывали короткими битами. Они требовали взнос за проезд по их участку, сумму, которая для молодого парня, вероятно, равнялась его зарплате за полгода. Я заглушил двигатель. В наступившей тишине было слышно только, как потрескивает остывающий металл и как жалобно оправдывается парень, пытаясь объяснить, что у него нет налички, что груз под пломбами. Я вышел из кабины, не торопясь, взял ветошь и начал протирать фары, хотя они были чистыми. Мои движения были будничными, спокойными. Я оценивал расстановку сил. 3 против 1 — это их стиль. Они привыкли брать на испуг, пользоваться эффектом неожиданности и слабостью жертвы. Но они не видели того, что видел я. Они не знали, что такое настоящий бой, где на кону не кошелек, а право дышать. «Слышь, дед, ты фары протер. Вот и вали в кабину, спи крепче», — бросил мне один из быков, тот, что стоял ближе к девятке. Я даже не повернул головы. Продолжал методично вытирать стекло. «Ночь сегодня тихая», — сказал я, и мой голос прозвучал удивительно ровно, почти миролюбиво. Не хотелось бы, чтобы ее портили крики и шум разбитых машин. «Отпустите пацана, он в рейс идет, у него график». Жилистый с цепью оторвался от своей жертвы и медленно пошел в мою сторону. В его походке была та самая дешевая блатная развязность, которая мгновенно исчезает после первого серьезного удара. Он остановился в 2 метрах, обдав меня запахом дешевого табака и перегара. «Ты чё, дядя, бессмертный? Или адрес перепутал?» Он ухмыльнулся, оголяя щербатый рот. «Мы тут дела решаем, а ты сейчас либо лезешь в свою конуру и затыкаешься, либо твоя фура до утра не доживет. Понял меня?» Я посмотрел ему прямо в глаза.
Там не было силы, только наглость и пустота. Такие люди понимают лишь один язык. Я медленно убрал ветошь в карман и расправил плечи. В свои 45 я поддерживал форму так, как учили в учебке. Ежедневные нагрузки, сухой расчет и никакой лишней суеты. «У тебя ровно 30 секунд, чтобы сесть в свою жестянку и исчезнуть за горизонтом», произнес я, понизив голос на октаву. «Иначе дела решать буду я, а мои методы тебе очень не понравятся». Бандиты переглянулись. Жилистый явно не ожидал такого отпора от одинокого водителя в летах. Он привык, что дальнобойщики – люди мирные, обремененные семьей и кредитами, предпочитающие откупиться или промолчать. Его лицо перекосило от злости. «Вали его!» – выкрикнул он, отступая на шаг назад. Двое сбитыми двинулись на меня. Это была их главная ошибка. Они решили действовать поодиночке, думая, что массы и палок будет достаточно. Первый замахнулся битой сверху широко и неуклюже. Я сделал короткий шаг в сторону, перехватил его предплечье и, используя инерцию его же удара, отправил парня лицом в грязный асфальт. Короткий рычаг кисти, хруст, и бита откатилась в сторону. Второй попытался ударить сбоку, но я вошел в клинч, гася удар, и дважды коротко пробил ему в область печени. Парень охнул, сложился пополам и медленно осел на колени, ловя ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. Все заняло не больше 10 секунд. Профессиональная мышечная память сработала безупречно. Жилистый замер у дверцы девятки, его рука потянулась в карман, но я уже был рядом. Перехватил его запястье, чувствуя холод металла, кастет. Сильно сжал, заставляя пальцы разжаться. «Время вышло», — сказал я, глядя ему в расширившиеся от ужаса зрачки. «Забирай своих коллег и уходи. Если я увижу эту машину в зеркалах еще раз, разговаривать больше не буду. Просто перееду и не замечу». Он не стал спорить. Лихорадочно закидал своих подельников в салон. Девятка взвизгнула шинами и, подняв облако пыли, скрылась в темноте трассы. Я обернулся к парню. Тот стоял, привалившись к борту своего рефа, и смотрел на меня так, будто я только что спустился с небес на огненной колеснице. «Спасибо, спасибо вам», — пролепетал он. «Я не знал, что делать. Они номера сняли, угрожали». «Как звать?» — спросил я, подходя к нему. «Сергей». Он вытер пот со лба. «Мой первый самостоятельный рейс». «Слушай меня внимательно, Сергей. Сейчас садишься в кабину, закрываешься и идешь за мной. Дистанцию держи метров 50. На знаки смотри. У них здесь наверняка есть глаза дальше по трассе. Они не простят такой обиды, попытаются взять реванш на перегоне. Я понимал, что это только начало. Эти шакалы не утруждают себя честью, они вернутся с подмогой. На глухом участке трассы, где нет связи и камеры, они попробуют прижать нас. Но они забыли одно. На дороге важно не то, сколько у тебя лошадиных сил под капотом, а то, кто держит руль. Я проверил давление в ресиверах, залез в кабину и привычным движением включил рацию. Шипение эфира успокаивало. «Скамейка в канале. Сергей, ты готов?» «Готов», — отозвался его дрожащий голос в динамике. «Пошли. И не вздумай тормозить, что бы ни случилось». Мы выкатились со стоянки на пустую трассу. Впереди были сотни километров тайги и узких дорог, где каждый поворот мог стать ловушкой. Но внутри меня росло то самое забытое чувство азарта, которое бывает перед важным выходом. Дорога должна быть чистой. И если полиция не справляется с мусором, значит, пришло время старой гвардии взяться за метлу. В зеркале заднего вида я видел свет фар Сергея. Он шел за мной, как ведомый за ведущим в боевом вылете. А впереди, в густой темноте, я уже видел отблеск чужих фар. Они ждали нас. Но они еще не знали, что этот рейс станет для них последним. Дорога ночью превращается в узкий коридор, где весь твой мир ограничен пучком света мощных галогенок. Ты сидишь в своем кресле, как в капитанской рубке, чувствуя спиной каждое движение многотонного хвоста. Моя Скания шла ровно, ее утробный рык на 12 тысячах оборотов баюкал. Но я не расслаблялся ни на секунду. В зеркалах я видел два огненных глаза рефрижератора Сергея. Парень держался молодцом, пристроился в воздушный мешок и шел след в след, как приклеенный. Я слышал его тяжелое дыхание в эфире рации, он не отключал тангенту, ему было страшно остаться в тишине. И я его понимал.
В первый раз всегда кажется, что тьма за окном враждебна, что она только и ждет момента, чтобы поглотить тебя целиком. «Скамейка, я рев», — голос Сергея в динамике дрожал. «Кажется, за нами кто-то идет. Давно идут километра 3 уже. Огни тусклые, габариты не горят. Видите?» Я бросил взгляд в левое зеркало, потом в правое. На горизонте, далеко позади Сергея, действительно мерцали две точки. Они не приближались, держали дистанцию, прощупывали нас. Я переключил тумблер на дополнительную люстру на крыше, на мгновение залив трассу позади нас мощным светом, и тут же выключил. Этого мига хватило. Там, в паре километров, шла та самая «девятка» и пристроившийся ей в хвост массивный темный внедорожник. Значит, вызвали подмогу. Серьезно обиделись ребята, раз решили поднять тяжелую кавалерию в 3 часа ночи. «Вижу, Серега, вижу», — спокойно ответил я. «Не дергайся, главное, не делай резких движений, держи скорость 85, не больше. Если начнут обходить, не мешай, но и не пускай в карман между нами. Иди за мной сантиметр в сантиметр». «Понял?» «Понял», — выдохнул он. Я знал этот участок трассы как свои 5 пальцев. Впереди начинался затяжной спуск, плавно переходящий в серию крутых поворотов, так называемый тещин язык. С одной стороны отвесная скала, с другой глубокий кювет, заросший густым лесом. Идеальное место для тех, кто хочет совершить ошибку, и еще более идеальное для тех, кто умеет этой ошибкой воспользоваться. Моя рука привычно легла на рычаг ретардера, горного тормоза. В такие моменты ты должен чувствовать машину не как механизм, а как продолжение собственных мышц. 40 тонн железа за спиной, да, это не только ответственность, это колоссальное кинетическое оружие. Если уметь им управлять, конечно. Друзья, пока мы с Сергеем входим в этот опасный поворот, хочу спросить у вас, случалось ли вам попадать в конфликтные ситуации на трассе? Как вы выходили из них? Напишите свою историю в комментариях, нам важно ваше мнение. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это прямо сейчас. Поставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик, это лучшая поддержка для нашего проекта, которая помогает нам выпускать новые серии еще чаще. Тем временем огни позади начали стремительно приближаться. Внедорожник, мощный крузак старой закалки, пошел на обгон Сергея. Он вылетел навстречку, сверкая ксеноном, и начал плавно прижимать рефрижератор к обочине. Я видел в зеркало, как фура Сергея вильнула, цепляя колесами гравий. Пыль взметнулась столбом. «Андрей, он меня давит, он тормозит прямо перед носом!» — закричал Сергей в рацию. Его голос сорвался на крик. «Спокойно!» — оборвал я его. «Уходи левее, не давай ему себя зажать. Я сейчас сбавлю ход. Прикройся моим хвостом». Я плавно нажал на педаль, осаживая тягач. Ретардер завыл, гася скорость. Расстояние между мной и Сергеем сократилось до 5 метров. Теперь мы шли одной сплошной железной стеной длиной в 40 метров. Внедорожнику пришлось резко ускориться, чтобы не оказаться зажатым между двумя махинами. Он выскочил вперед прямо перед моей Сканией и начал исполнять классическую учительскую маневренность. Резко бил по тормозам, заставляя меня жечь колодки. Из окна внедорожника высунулась рука с коротким автоматом и дала очередь в воздух. Вспышки на мгновение ослепили. Они думали, что я испугаюсь свинца. Они думали, что я начну вилять и перевернусь. Глупцы. Они не знали, что я возил боеприпасы под минометным обстрелом в Паншере, когда единственным шансом выжить было не отпускать газ. «Сергей, слушай мою команду», — сказал я максимально холодным тоном. «Сейчас будет затяжной левый поворот. Когда я дам сигнал 3-2-1, ты уходишь навстречку. Там никого нет, я проверил по рации у ребят, кто идет впереди. Я приму их на себя. Но, Андрей, у них оружие. Делай, что говорю». Внедорожник снова ударил по тормозам, надеясь, что я инстинктивно выверну руль. Но я не вывернул. Я только крепче сжал баранку, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость. Впереди показался знак «Опасный поворот». Трасса уходила резко влево, огибая скалистый выступ. Именно здесь девятка бандитов, которая до этого держалась позади, решила ускориться и зайти Сергею в правый борт, чтобы вытолкнуть его с дороги. «Сейчас», — скомандовал я. Сергей резко вильнул влево, выходя на встречную полосу. Путь для внедорожника был открыт, но он этого не ожидал. Я же, наоборот, добавил газа. 12 литров дизеля под кабиной взревели, выплевывая в небо столб черного дыма. Я не собирался тормозить. Я шел прямо на девятку,
которая пыталась подрезать Сергея. Мой стальной кенгурятник, установленный еще прошлым владельцем для защиты от лосей, блеснул в свете фар. Удар пришелся в заднее крыло легковушки. 40 тонн против 1,5 — это не ДТП, это физика в чистом виде. «Девятку» закрутила, она ударилась о борт моего прицепа, искры посыпались градом, и через секунду она, беспорядочно кувыркаясь, вылетела в кювет, исчезая в густых зарослях. Один минус. Остался крузак. Водитель внедорожника, увидев, что случилось с его подельниками, на мгновение замешкался. Этого мгновения мне хватило, чтобы занять центр дороги. Теперь я был королем этой трассы. Я видел, как из люка внедорожника снова появился стрелок, пытаясь прицелиться по моим колесам. Но на такой скорости и на такой дороге прицелиться в движущуюся цель — задача почти невыполнимая. Я начал играть с ними в их же игру. Я плавно смещался то влево, то вправо, перекрывая внедорожнику любую возможность для маневра. Мы неслись в туннеле из деревьев на скорости под 100 км в час. Сергей шел чуть впереди по встречке, освещая дорогу нам обоим. «Андрей, впереди мост через реку. Узкий!» — предупредил Сергей. Я знал этот мост. Старый, бетонный, с высокими ограждениями. На нем едва разъезжаются 2 фуры. И именно на этом мосту я решил закончить эту затянувшуюся пьесу. «Сергей, уходи вперед и не сбавляй. После моста сразу направо на старую грунтовку и гаси огни», — скомандовал я. Стрелок во внедорожнике открыл огонь. Пули забарабанили по стальному листу, который я заранее закрепил за сиденьем, и по касательной ушли в обшивку кабины. Разлетелось правое зеркало, осколки осыпали спальник. Боли не было, была только концентрация. Я видел, как внедорожник пытается протиснуться между моим прицепом и ограждением моста. Они хотели проскочить вперед, чтобы расстрелять меня в упор через лобовое. Ну что же, попробуйте. Я дождался, пока передние колеса крузака поравняются с моей задней тележкой. В этот момент я резко, коротким и выверенным движением дернул руль вправо и тут же вернул назад. Этот маневр называют хлыстом. Прицеп качнулся, его многотонный борт на мгновение превратился в гигантский молот. Удар был страшной силы. Внедорожник просто впечатало в бетонное ограждение моста. Раздался скрежет разрываемого металла, звук лопающихся шин и крик, который тут же заглушил рев моего мотора. В зеркало я увидел, как темная громада внедорожника зацепилась за перила, на мгновение замерла в нелепом равновесии и рухнула вниз, в ледяную воду горной речки. Всплеск был едва слышен за шумом ветра в разбитом окне. Я не остановился. Я продолжал давить на газ, пока мы не проехали мост. Тяжелый прицеп тянул назад, тормоза дымились, наполняя воздух едким запахом паленых накладок. На той стороне моста я увидел огни Сергея. Он сделал все в точности, как я просил. Я свернул на обочину, заглушил мотор и на мгновение закрыл глаза. Руки, которые до этого были стальными, начали мелко дрожать. Это был не страх. Это был выход адреналина. В кабине пахло гарью и пылью. Тишина, наступившая после рокота дизеля, казалась оглушительной. Я потянулся за термосом, налил себе остывшего кофе и сделал глоток. Дорога снова была тихой. Но я знал, что расслабляться рано. Нужно было проверить Сергея, осмотреть повреждения и решить, как идти дальше. Ведь груз все еще был за спиной, а время доставки никто не отменял. Справедливость — вещь хорошая, но работа есть работа. Я вышел из кабины. Ночной воздух обжег легкие прохладой. Где-то в лесу ухнула сова. Трасса М5 продолжала свою бесконечную жизнь, не замечая, что несколько минут назад здесь решались судьбы. Я подошел к машине Сергея. Парень сидел за рулем, вцепившись в баранку побелевшими пальцами. Его глаза были расширены. Он смотрел в пустоту перед собой. «Живой?» — коротко спросил я, постучав в стекло. Он медленно повернул голову, узнал меня, и его лицо начало искажаться. Он то ли смеялся, то ли плакал. Мы их сделали, Андрей. Они упали?» «Они выбрали не ту дорогу, Серега», — ответил я, протягивая ему термос. «Пей. Нам еще до рассвета нужно пройти 300 километров. На этом участке мы больше не встретим гостей. Но расслабляться не стоит». Я оглядел свой тягач. Правый борт прицепа был содран до металла, кабина в дырах от пуль, зеркало отсутствует. Мелочи. Главное, механика цела. Скания — крепкая машина, она и не такое видела. Мы постояли еще 5 минут, приходя в себя, и снова двинулись в путь.
Два одиноких корабля в ночном океане тайги. Впереди был рассвет, и он обещал быть мирным. Но я знал. Там впереди нас ждет еще одно испытание, о котором я даже не догадывался. Ведь такие истории редко заканчиваются просто падением машины в реку. У бандитов всегда есть те, кто стоит выше. И эти люди не любят терять свои кормушки. Дорога не прощает слабости, но еще больше она ненавидит неосторожность. После того, как крузак ушел с моста в ледяную воду, я не чувствовал триумфа. В моей голове щелкнул профессиональный тумблер. Фаза боя окончена. Началась фаза отхода. Мы прошли еще около 20 километров по старой бетонке, петляя между вековыми соснами, прежде чем я увидел приметный знак — воткнутый в землю ржавый тракторный каток. Это был въезд в Нокарман, заброшенную лесозаготовку, о которой знали только старые волки этой трассы. Здесь нас не найдут с воздуха, а с дороги наши фуры надежно скрывал густой подлесок. Я заглушил мотор. В кабине воцарилась та самая звенящая тишина, от которой закладывает уши. Я сидел неподвижно пару минут, слушая, как остывает металл. Моя скамейка тяжело вздыхала, сбрасывая лишнее давление из ресиверов. Этот звук всегда напоминал мне дыхание раненого зверя, который, несмотря на боль, готов идти дальше. Я вышел из кабины, и мои ноги коснулись влажной от росы травы. Воздух перед рассветом был пропитан запахом хвои и сырой земли. Сергей уже стоял у своей фуры, прислонившись лбом к холодному борту рефрижератора. Его била крупная дрожь, типичный откат после смертельной опасности. Я подошел к нему, положил руку на плечо, оно было каменным. «Дыши, Серега, глубже дыши. Все, что могло случиться, уже случилось. Теперь мы просто делаем свою работу». Он поднял на меня глаза. В них еще плескался первобытный ужас, но за ним уже проглядывала новая стальная искорка. «Андрей, они ведь там, в реке...» Он не договорил. «Они сами выбрали этот поворот, парень. На трассе, как в жизни. Если ты выходишь на охоту, будь готов стать добычей. Пойдем, осмотрим машины. Нам нужно знать, на чем мы едем. Мы начали обход. Моя Скания выглядела так, будто прошла через мясорубку. Правая сторона кабины была иссечена осколками бетонного ограждения и пулями. Одно из пулевых отверстий зияло всего в 10 сантиметрах от того места, где находилась моя голова. Я провел пальцем по рваному металлу. Холодный, бездушный. Я вспомнил свой старый ЗИЛ под Кандагаром, на котором я возил топливо. Тот был похож на дуршлаг, но довозил меня до базы каждый раз. Машины, они ведь как люди. У них есть душа. Если ты любишь свою технику, она вывезет тебя из самого пекла. Друзья, пока мы осматриваем повреждения и готовимся к следующему этапу пути, я хочу сделать небольшую паузу. Напишите в комментариях, из какого города вы нас смотрите. География наших зрителей всегда поражает. От Калининграда до Владивостока. Нам важно чувствовать вашу поддержку. И если вы еще не подписаны, обязательно сделайте это прямо сейчас. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Ваша активность помогает продвигать эти истории о настоящей мужской дружбе и дорожной чести. Спасибо, что вы с нами. У Сергея повреждений было меньше, но девятина успела помять ему нижнюю юбку прицепа и разбить один задний фонарь. Жить можно. Я достал из своего инструментального ящика моток армированного скотча, пассатижи и несколько запасных предохранителей. Работа руками всегда успокаивает. Пока я заклеивал разбитую фару и выправлял помятое крыло, я объяснял Сергею азы выживания. Запомни, парень, на этой трассе нет твоего и моего. Есть общий закон. Если видишь то, что коллега в беде, мол, вставай рядом. Сегодня ты помог ему, завтра он вытащит тебя из кювета. Эти шакалы, что на нас напали, они ведь не с луны свалились. У них есть покровители. Тот крузак был непростой, упакован по спецсвязи. Значит, за ними стоит кто-то из местных князьков. Может, начальник охраны крупного комбината, а может и кто повыше в погонах. Они не привыкли терять своих бойцов и дорогие игрушки. Значит, они не отстанут? Сергей сжал кулаки. Отстанут, когда поймут, что зубы об нас обломают. Сейчас главное дойти до Медвежьего угла. Там заправка моего старого кореша, Павла. Он в ГРУ служил, когда я еще в учебке портянки мотал. У него там целая крепость. Камеры, охрана из своих ребят, связь нормальная. Там и решим, как груз сдавать. Мы тронулись в путь, когда небо над лесом начало окрашиваться в нежно-розовый цвет.
Это был час волка. Самое опасное время для водителя, когда сон наваливается свинцовым грузом, а зрение начинает играть злые шутки, превращая тени от деревьев в выбегающих на дорогу людей. Я включил рацию на общую частоту дальнобойщиков. Эфир был набит обычным утренним гулом. Кто-то спрашивал про машинки, засады Г и БДД. Кто-то обсуждал цены на солярку. Вниманию всех на 54-м километре вдруг прорвался сквозь треск чей-то хриплый голос. На мосту через Черную речку затор. Работает полиция, вытаскивают что-то из воды. Будьте осторожны, проезд затруднен. Я переглянулся с отражением Сергея в зеркале. Поняли. Значит, нашли. Теперь по всем постам пройдет ориентировка на 2 фуры со следами повреждений. Идти по федералке стало смертельно опасно. Полиция в этих краях часто кормится с рук тех самых людей, что сидели в крузаке. Нам нужен был обходной путь. Я вспомнил старую карту, которую мне когда-то нарисовал Паша. Лесовозная дорога, идущая параллельно трассе через старые торфяники. Тяжелая, разбитая, местами топкая. Но для скамейки вполне проходимая, если знать, где держать дифференциал заблокированным. Серега, уходим на просеку через 2 километра. Будет трясти, будет грязно, но зато мы не будем светиться на камерах. Держи пониженную, не давай машине зарыться. Если встанешь, не буксуй, сразу по рации маячь. Мы свернули с асфальта в зеленую пасть леса. Ветки хлестали по лобовому стеклу, подвеска стонала на каждом ухабе. Я чувствовал, как Скания напрягает все свои механические мышцы. 40 тонн груза в прицепе теперь стали нашей гирей, тянущей в болото. Я видел, как Сергей борется с рулем. Его фура шла тяжело, рефрижератор раскачивался, угрожая лечь на бок. «Андрей, тут жижа!» — крикнул он в рацию. «Колеса мылит, я теряю ход. Газу не давай. Плавно в натяг. Вспомни, чему я тебя учил на стоянке. Машина чувствует твой страх. Будь спокоен». Я смотрел в зеркало и видел, как его тягач медленно, но верно ползет по колее. В этот момент я почувствовал гордость за пацана. Он перестал быть просто водителем. Он становился бойцом дороги. Спустя 2 часа изнурительной пахоты по грязи мы выскочили на твердый грунт. Впереди показались постройки Медвежьего угла. Высокий забор из колючей проволоки, мощные прожекторы по периметру и знакомый силуэт старой водонапорной башни. Паша ждал нас. Он стоял у ворот, сложив руки на груди в своем неизменном камуфляжном бушлате. Когда мы заглушили моторы на его территории, Паша подошел к моей кабине и выразительно посмотрел на пулевые отверстия. «Ну, привет, Андрюха. Я смотрю, ты рейс без приключений завершить не можешь. Опять в пекло полез?» «Дорога такая, Паш». Я спрыгнул на землю и крепко пожал его сухую, как дерево, руку. «Познакомься, это Сергей. Хороший парень, надежный. Нам нужно укрытие на пару часов и связь. По нашим следам идут серьезные люди». Павел помрачнел. «Знаю я, кто за этим стоит. В городе уже шум подняли. Утопленник в крузаке, племянник мэра и правая рука местного смотрящего. Они перекрыли выезды из района. Думают, вы в лесу застряли. Заходите в дом, будем думать, как вас выводить. У меня есть пара идей, но они вам не понравятся. Придется вспомнить кое-какие навыки из прошлой жизни. Мы вошли в уютную, пахнущую деревом и печным дымом комнату отдыха. На столе уже стоял горячий чай и нарезанное сало. Но есть не хотелось. В воздухе висело предчувствие большой грозы. Мы понимали, то, что произошло на мосту, было лишь прелюдией. Настоящая битва за право быть свободным человеком на этой земле ждала нас впереди. И в этой битве у нас не было права на ошибку. Я посмотрел на карту, которую Павел разложил на столе. Пути отхода были перекрыты, но оставался один вариант, о котором бандиты даже не помышляли. Это был путь через старый заброшенный карьер, где когда-то добывали гранит. Дорога там была почти вертикальная, но это был единственный шанс выскочить за кольцо отцепления. «Рискнешь, Андрюха?» — спросил Павел, глядя мне в глаза. «У меня груз особой важности, Паш», — ответил я, глядя на Сергея. «И я не про железо в прицепе. Я про этого пацана. Пойдем. Время не ждет». Мы начали готовиться. Это была уже не просто поездка, это была войсковая операция на колесах. Мы знали, что впереди нас ждут заслоны, возможно, вооруженные. Но у нас было то, чего не было у них – преданность делу и братское плечо. И мы были готовы доказать этой трассе, что старая гвардия еще способна преподать урок тем, кто забыл правила чести.
Тишина в медвежьем углу была обманчивой, как затишье перед артиллерийским налетом. Мы сидели в небольшой коптерке Павла, где стены были увешаны старыми картами и выцветшими фотографиями парней в беретах. На столе остывал крепкий чай, а в воздухе висело тяжелое осознание того, что мы перешли черту. Утопленный в реке крузак оказался не просто машиной с бандитами. Это был вызов всей системе, которая десятилетиями гноила этот край. Паша, нахмурившись, крутил в руках старую радиостанцию, пытаясь поймать закрытые частоты местных оперативников. Его лицо, иссеченное морщинами и старыми шрамами, напоминало ландшафт той самой дороги, по которой нам предстояло пройти. «Ситуация паршивая, Андрюха». Паша, наконец, поднял на меня глаза. «Твой подарок в реке — это Руслан, племянник мэра. Редкостная мразь, но статусная. Сейчас по его душу подняли всех, и честных ментов, и тех, кто на зарплате у его дяди. Трасса перекрыта намертво. На каждом перекрестке стоят посты, шмонают каждую фуру. Вас ищут по описанию. 2 машины, 1 со следами обстрела. В город вам ходу нет, там мышеловка». Сергей, сидевший на краю табурета, побледнел еще сильнее. Его руки, испачканные в мазуте после осмотра машин, мелко подрагивали. «И что нам делать?» Его голос прозвучал тихо, почти шепотом. «Мы же не можем здесь вечно сидеть. У меня груз, сроки поджимают. Да и найдут нас здесь рано или поздно». Я посмотрел на Павла. Мы понимали друг друга без слов. Навыки, полученные в спецназе, никогда не исчезают бесследно. Они просто засыпают до поры до времени. И сейчас пришло время их будить. «У нас один шанс», — я ткнул пальцем в карту, в то место, где серая нитка дороги обрывалась у огромного пятна, помеченного как заброшенный гранитный карьер. Карьер «Черный гранит». Оттуда есть старый технологический выезд на северную ветку. Дороги там официально нет уже лет 20. Мосты через ручьи сгнили, но основание — скальный грунт. Если пройдем, выскочим в соседнюю область, минуя все посты. Паша кивнул, но в его глазах читалось сомнение. «Андрюха, там подъемы под 40 градусов. Твоя скамейка с 20-кой в прицепе может не вытянуть. А у пацана рев, он длинный. На перегибах может на брюхо сесть. Это не дорога, это дорога в один конец. Если застрянетесь, вас там просто расстреляют, как в тире». «Другого пути нет, Паш». Я встал, чувствуя, как внутри расправляется тугая пружина. «Нам нужно подготовить машины. Подтянуть тормоза, скинуть лишний вес, если можно. И нам нужно ослепить преследователей. У них наверняка есть маяки на фурах, которыми они пользуются втихую. Друзья, пока мы с Павлом готовим план побега и проверяем каждый болт в наших машинах, напишите в комментариях. Из какого города вы смотрите это видео? Нам очень важно знать нашу географию, ведь дорога объединяет всех нас. И не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Поставьте лайк под этим видео и нажмите на колокольчик. Ваша поддержка – вообще-то то топливо, которое позволяет нам выпускать продолжение этой истории. Напишите, как бы вы поступили на месте Андрея. Мы читаем каждый ваш комментарий. Мы вышли в ангар. Воздух здесь был пропитан запахом старой смазки и побелки. Павел подогнал свой сварочный аппарат. Мы решили сделать тюнинг выживания. Из старых листов железа, найденных на заднем дворе, мы сварили дополнительные щитки для защиты радиатора и топливных баков, самых уязвимых мест. Я сам залез под фуру Сергея. Мой взгляд зацепился за странный предмет, прикрепленный к внутренней стороне лонжерона прицепа. Небольшая черная коробочка на мощном магните. ГЛОНАСС-маяк. Свеженький, светодиод едва заметно подмигивал красным. «Вот оно что», — прошептал я, отрывая маяк. «Так они нас вели. Серега, иди сюда!» Парень подбежал, увидел устройство в моей руке и все понял без слов. Его лицо исказилось от гнева. «Значит, они знали каждый наш шаг?» «Да. Скорее всего, маяк поставили еще на базе при погрузке. В их банде явно есть свои люди в логистике. Теперь понятно, почему они так точно нас поджидали. Но теперь мы используем это против них». Я подозвал Павла. «Паш, у тебя есть какой-нибудь старый УАЗик или прицеп, который не жалко?» «Есть старая косилка на базе прицепа». Паша усмехнулся, поняв мою задумку. «Стоит в кустах за ангаром». «Отлично. Вешаем маяк на нее, цепляем к твоему тягачу, и пусть твой парень проедет по основной трассе километров 10, а потом бросит прицеп во враге. Пусть думают, что мы все еще на федералке. А мы тем временем уйдем в карьер». Работа закипела.
Мы действовали быстро и слаженно, как привыкли работать в отряде перед выходом на задание. Каждый знал свою роль. Сергей проверял давление в шинах и подтягивал крепление груза. В карьере нас будет трясти так, что мало не покажется. Павел готовил канистры с запасом солярки и сухпайки. Я занимался сканией, проверяя работу блокировок дифференциала. Моя старушка словно чувствовала важность момента, мотор отзывался на каждое прикосновение к педали газа бодрым, уверенным рыком. «Слушай, Андрюха», — Павел подошел ко мне, когда мы уже были готовы заводить моторы, «там на спуске в карьер будет узкий участок. Чертова полка. Следи, чтобы прицеп Сергея не пошел юзом. Если начнет заносить, бей по тормозам всей сцепкой, не давай ему сложиться. И вот возьми...» Он протянул мне старую потертую рацию «Аргут». «Это натовский диапазон, их сканеры его не сразу найдут. Будем на связи, пока я не пойму, что хвост ушел». Мы выехали из Медвежьего угла в глубоких сумерках. Огни на базе Павла погасли, превращая ее в невидимую крепость среди леса. Мы шли без фар, используя только габариты и приборы ночного видения, которые Павел достал из своих старых запасов. Дорога на карьер начиналась сразу за ручьем. Это была не дорога в привычном смысле слова. Это была полоса препятствий из битого гранита и глубоких колей, заполненных водой. Я шел первым, прокладывая колею. Скания тяжело переваливалась через валуны, подвеска работала на пределе своих возможностей. За спиной я слышал, как надрывается мотор рефрижератора Сергея. Парню было несладко. Его машина была ниже, и каждый камень норовил вцепиться в картер или мосты. «Держись, Серега», — подбадривал я его через рацию. «Пройдем этот участок, а там скала будет, станет легче. Главное, не останавливайся». Встал, значит, зарылся. Внезапно рация Павла ожила, зашипела помехами. «Первый, я база. Слушай внимательно. На маяк клюнули. 2 машины ушли за прицепом обманкой. Но есть плохие новости. От мэрии выехали 3 внедорожника и микроавтобус со спецназом. Похоже, они просекли, что маяк — липа, и теперь прочесывают все лесовозные тропы. У вас есть от силы полчаса, пока они не доберутся до въезда в карьер. Поторопитесь». Я почувствовал, как холодный пот пополз по спине. Спецназ — это уже не бандиты в кожаных куртках. Это обученные люди, у которых есть тепловизоры и приказ. Если они зажмут нас в карьере, это конец. Понял тебя, Паш. Уходим на чертову полку. Конец связи. Мы прибавили ходу, насколько это было возможно на таком рельефе. Впереди показался зловещий провал карьера. Огромная воронка в земле, уходящая вниз на десятки метров. Дорога узкой лентой обвивала край этого провала. Это и была чертова полка. Справа отвесная стена гранита, слева пустота, в которой в свете луны мерцали острые камни на дне. «Сергей, внимание! Входим на полку. Дистанция 10 метров. Глаза не закрывать, на край не смотреть. Только на мои задние огни», — скомандовал я. Мы начали движение. Колеса скании дробили гранитную крошку, которая с сухим шелестом осыпалась в бездну. Машину качало. Я чувствовал, как задний мост прицепа опасно смещается к краю на каждом повороте. В зеркалах я видел бледное застывшее лицо Сергея. Он вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. Внезапно, где-то далеко позади, в небе вспыхнула осветительная ракета. Яркий магниевый свет залил лес и верхушку карьера. Они были близко. Слишком близко. «Заметили», — выдохнул я. И тут же из рации Павла раздался встревоженный голос. «Андрюха, они у въезда, перекрывают верхний выезд. Вам нельзя возвращаться. Давите на газ, выходите через нижний ярус к озеру. Там старый брод, вода поднялась, но дно твердое. Это ваш единственный шанс». Я посмотрел вперед. Дорога уходила резко вниз, в самую гущу тумана, скопившегося на дне карьера. Это был прыжок в неизвестность. Но за спиной уже слышался рокот мощных моторов и крики команд. Охота началась. И теперь мы были не просто водителями, мы были целью в перекрестье прицела. «Серега, за мной, прыгаем вниз, не тормози, используй ретардер. Если заблокируешь колеса, улетишь. Пошел!» 2 огромные фуры, сверкая габаритами, начали свой безумный спуск в сердце гранитного ада. Гул моторов отражался от стен карьера, создавая иллюзию целой танковой колонны. Мы шли на грани фола, на пределе возможностей техники и нервов. Впереди был брод, холодная вода и неизвестность.
Но внутри меня горело холодное пламя. Мы не сдадимся. Не в этот раз. Дорога звала нас вперед, и мы принимали этот вызов. Прошлого больше не существовало, было только это мгновение, рев дизеля и надежда на то, что старая закалка окажется прочнее современного спецназа. Мы вырвемся. Обязательно вырвемся. Потому что за нами правда, а правда вам это самый тяжелый груз, который невозможно сбросить. Туман на дне карьера был таким плотным, что фары моей скамейки бессильно увязали в нем, превращаясь в два тусклых желтых пятна. Это была молочная стена, где расстояние до края дороги угадывалось скорее интуитивно, по дрожи руля и звуку осыпающегося под колесами гравия. Спуск в черный гранит напоминал погружение в преисподнюю. За спиной, где-то там на верхних ярусах, метались лучи прожекторов преследователей, прорезая ночное небо. Слышны были сухие хлопки выстрелов. Спецназ не церемонился, они били по габаритам, пытаясь ослепить нас окончательно. «Сергей, выключай все огни. Иди по приборам, ориентируйся на мой стоп-сигнал. Я буду подсвечивать его короткими нажатиями», — скомандовал я в рацию. Моя рука мертвой хваткой вцепилась в рычаг горного тормоза. Сейчас ошибка стоила не просто разбитой машины, она стоила жизни. Если прицеп пойдет юзом на этом сыром граните, он просто утянет тягач в бездну. Я чувствовал, как Скания напряжена до предела. Тяжелый груз в 20 тонн теперь работал против нас, толкая машину в спину, заставляя тормозные диски раскаляться до малинового свечения. В кабине запахло паленым металлом и едким дымом накладок. «Андрей, я ничего не вижу. Твой хвост то пропадает, то появляется». Голос Сергея в динамике был на грани истерики. Тут обрыв совсем рядом, я чувствую, как правое колесо висит. «Не смотри вниз, Серега, смотри на дорогу. Представь, что мы на полигоне, что это просто учебный выезд. Ты водитель, ты главный в этой кабине. Машина — это твое тело. Чувствуй ее». Мы медленно, шаг за шагом, сползали на самый нижний ярус. Гул преследователей наверху стал тише, но я знал, что это затишье временное. Они не рискнули спускаться за нами на тяжелых внедорожниках по чертовой полке в тумане. Но наверняка уже вызвали вертолет или искали обходной путь. Нам нужно было форсировать брод через озеро на дне карьера и уходить в лесной массив на той стороне. Друзья, прежде чем мы войдем в эту ледяную воду, я хочу обратиться к вам. С какого города вы нас смотрите? Напишите в комментариях, нам очень важно знать, в каких уголках нашей страны звучит эта история о дорожной чести. А еще прямо сейчас подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и обязательно поставьте лайк. Ваша активность помогает нам продвигать этот контент, а ваши комментарии дают понять, что такие истории нужны людям. Напишите, верите ли вы в мужское братство на трассе. Мы читаем каждое ваше сообщение. Колеса моей фуры коснулись воды. Раздалось шипение, раскаленные тормоза встретились с ледяной влагой, окутав кабину облаком пара. Брод был глубоким. Вода мгновенно поднялась до уровня подножек, а потом и выше. Я включил все блокировки. Скания вздрогнула, зарычала всеми своими 450 лошадьми и медленно двинулась вперед. Дно было твердым, гранитным, но течение, образовавшееся из-за дождей, пыталось снести многотонный прицеп. «Сергей, заходи в воду сразу за мной. Держи ровный газ, не сбрасывай ни в коем случае, иначе зальешь воздухозаборник», — крикнул я. Я видел в зеркало, как белый рефрижератор Сергея медленно погружается в туманную воду. Это было похоже на сюрреалистичный фильм. Две огромные железные рыбы, светящиеся изнутри, пробираются сквозь мрак. Внезапно небо над нами раскололось от рева авиационного двигателя. «Вертолет!» Мощный луч прожектора ударил сверху, пробивая туман и высвечивая нас, как мишени на стрельбище. «Внимание! Всем оставаться на местах! Глушите двигатели!» Прогремел над карьером усиленный динамиками голос. В ту же секунду по воде вокруг моей кабины заплясали фонтанчики от пуль. Они начали стрелять сверху. Обычная тактика — остановить ведущего, чтобы заблокировать всю группу. Но они не учли одного. Я не был обычным водителем. Я знал, где у скамейки предел прочности. «Сергей, дымовую завесу!» — скомандовал я, резко выжимая сцепление и играя педалью газа так, чтобы из выхлопной трубы повалил густой черный дым переобогащенной смеси. Мы создали рукотворное облако, которое смешалось с туманом и паром. Луч вертолета начал лихорадочно метаться, теряя цель. Я включил пониженную передачу и почувствовал, как передние колеса зацепились за крутой подъем на другом берегу.
Скания вырвалась из воды, как разъяренный зверь, выбрасывая из-под колес фонтаны мокрой крошки. «Давай, Серега, еще немного». Я видел, как его фура буксует на выходе, как вода заливает радиаторную решетку. Я, не раздумывая, включил задний ход, сдал назад до упора и подставил свой задний отбойник под его кенгурятник. «Упирайся в меня, толкай, идем с цепкой». Два мотора взревели в унисон, наполняя карьер нечеловеческим криком железа. Мы буквально вынесли друг друга на берег, ломая прибрежный кустарник и мелкие деревья. Сзади, на той стороне озера, показались огни внедорожников. Они все-таки решились на спуск. Но мы уже были на твердой земле. Впереди была узкая просека, ведущая к границе области. 50 километров бездорожья, где не пройдет ни одна патрульная машина. Мы шли напролом. Ветки хлестали по разбитому лобовому стеклу, зеркала были давно оторваны. Но нам было все равно. Мы чувствовали вкус свободы, горький, как пороховой дым, и сладкий, как утренний кофе после долгого рейса. Через 2 часа изнурительной гонки по лесу мы выскочили на заброшенный асфальт старой региональной трассы. Граница области осталась позади. Здесь власть мэра и его племянника заканчивалась. Я сбавил скорость до крейсерской и посмотрел на часы. 5 утра. Солнце начало пробиваться сквозь верхушки сосен, заливая мир чистым холодным светом. «Скамейка, я рев!» Голос Сергея в рации был неузнаваем. В нем не было страха. В нем была усталость и какая-то новая, взрослая тишина. «Андрей, мы вышли?» «Мы вышли, Серега. Добро пожаловать во взрослую жизнь». Я дотянулся до телефона. В списке контактов было всего несколько имен, которые я набирал крайне редко. Одно из них — Старый. Мой бывший командир, который теперь занимал не последнюю должность в Федеральном управлении безопасности. «Алло, Старый, это Гранит. Извини, что рано. У меня тут небольшой инцидент на трассе М5. Да, племянник мэра. Нет, сам прыгнул. У меня есть записи с видеорегистратора, показания свидетелей и дырки в кабине. Сделаешь, чтобы все было по закону?» «Понял. Груз довезу. Жду». Я нажал отбой. Все. Теперь включились другие механизмы. Теперь за дело возьмутся люди, которые не носят золотых цепей, но чье слово весит больше, чем весь общак местных бандитов. Через 30 километров впереди показалось знакомое придорожное кафе. У камина. У входа стояли 3 фуры. Старые надежные «Вольво» и «Маны». Возле них курили крепкие мужики в потертых куртках. Мои друзья. Моя настоящая семья. Когда мы с Сергеем вкатились на стоянку на наших избитых, грязных, иссеченных пулями машинах, мужики молча отложили сигареты и пошли нам навстречу. Мы вышли из кабин, ноги подкашивались, спина ныла, а глаза слезились от напряжения. Иван, Борис и Павел подошли к нам. Никаких лишних слов. Иван просто крепко обнял меня, а Павел протянул Сергею кружку с горячим чаем. «Слышали в канале, что на М5 жарко было», — басом сказал Борис, оглядывая пулевые отверстия в моей Скании. «Хорошо сработали, мужики. Трасса должна быть чистой от этой гнили». Мы зашли в кафе. Пахло свежим хлебом и яичницей. На стене тикали часы, по телевизору шли утренние новости. Мир продолжал жить своей обычной жизнью, не зная, что ночью 2 обычных водителей совершили невозможное. Мы сидели за большим столом, пили крепкий чай и чувствовали, как тепло разливается по телу. «Андрей», — Сергей поднял на меня глаза, — «ты ведь знал, что они не отстанут?» «Знал», — ответил я. «Но я также знал, что на этой дороге я не один. Дорога бы она ведь как зеркало. Что ты в нее отдаешь, то и получаешь. Ты отдал смелость и верность. Теперь ты один из нас». Мы доели завтрак, обменялись новостями с ребятами. Оказалось, что Старый уже начал работу. Мэр был задержан для дачи показаний, а его гвардия спешно паковала чемоданы. Справедливость наступила быстро и неотвратимо, как удар монтировкой. Через час мы снова завели моторы. Нам нужно было доставить груз. До пункта назначения оставалось всего 100 километров ровной, спокойной дороги. Я ехал впереди, глядя в зеркало на фуру Сергея. Он шел уверенно, четко держа дистанцию. Теперь я был за него спокоен. Когда мы разгрузились на базе и получили отметки в путевых листах, я подошел к Сергею. «Ну что, боец, в следующий рейс когда?» Он улыбнулся впервые за эти 2 суток по-настоящему. «Послезавтра, Андрей.
Только зеркало поменяю. Вот и молодец. Дорога не любит долгих простоев. Я вернулся в свою кабину, включил радио. Играла какая-то старая душевная мелодия. Я посмотрел на свои руки. Мозолистые, пропахшие соляркой и металлом. Это были руки рабочего человека. Человека, который знает цену чести и весу своего слова. Я нажал на газ, и моя Скания, моя верная подруга, плавно покатилась в сторону дома. Впереди была тишина, отдых и новые горизонты. А трасса теперь была чистой. И это было самым главным итогом нашего рейса. Жизнь продолжалась, и в ней снова был смысл. Ведь пока по дорогам ездят такие люди, как мы, за будущее можно не переживать. До встречи на трассе, братья. И помните, за каждым поворотом нас ждет новая история. Главное — оставаться человеком. Конец связи.